Миллионы скачиваний приложения по всему миру, миллиарды запросов на самых разных языках, потрясающая скорость ответа и, самое главное, бесплатно. Китайская нейронка DeepSeek молниеносно залетела в топ-чарты и спровоцировала на рынке искусственного интеллекта сумасшедшую панику. Акции технологических компаний резко обвалились. Американские ИИ-разработки не на шутку напуганы. Экстренно разбирают DeepSeek на атомы. В чем преимущество главного конкурента ChatGPT? В чем проседает? Может ли нейронка навредить? И действительно ли вашими данными воспользуются китайцы? Система Инфо расскажет. DeepSeek – китайский стартап, который стал популярным буквально за неделю. DeepSeek — это не только удобный для пользователей проект. Он возглавляет чарты. Люди полюбили его. Он намного дешевле обошелся разработчикам и ничем не хуже чата GPT. Несколько кликов для авторизации, и вы можете юзать DeepSeek. Внешне нейронка мало чем отличается от ChatGPT или, например, Gemini. Китайский чат-бот тоже отвечает на информационные запросы и создает контент. Как утверждают его авторы, чтобы эффективно улучшать вашу жизнь. Потестим и попросим DeepSeek поделиться рецептом лучшего в мире борща. Попробуем закинуть этот же запрос, но уже с другого гаджета. Спустя минуту получаем ответ. Сервер занят. Попробуйте еще раз позже. Операцию не удается завершить. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи. Попробуем еще раз. И, наконец, чат-бот написал рецепт. DeepSeek многие расхваливали за скорость и оперативность, но в этот раз, видимо, что-то пошло не так. Не исключено, что это связано с масштабной кибератакой на китайскую нейронку. Чат-бот хакнули 28 января. Модель искусственного интеллекта, на которой основан DeepSeek, имеет около 670 миллиардов параметров. Это делает DeepSeek самой большой моделью языка с открытым исходным кодом. А это одно из наибольших преимуществ DeepSeek. То есть любой желающий может взять кодовую базу, адаптировать ее и даже доработать под свои нужды. По первым оценкам в области математики, кодирования и общих рассуждений она не уступает моделям западных конкурентов. Но, как и многие другие китайские модели ИИ, DeepSeek неохотно отвечает на вопросы, которые Компартия считает неудобными или запретными. Говорят, что DeepSeek работает в два этапа. После того, как одна модель интеллекта генерирует результат, вторая модель используется для проверки того, соответствует ли результат ценностям китайского правительства. И многое тут зависит от того, на каком языке задан вопрос. Например, вопрос: является ли Россия демократическим государством? Ответ выглядит примерно одинаково и по-русски, и по-украински, и по-английски. А вот ответ на вопрос: что произошло на площади Тяньаньмэнь в 1989 году на русском языке, но на английском. Извините, это выходит за рамки моих возможностей. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. DeepSeek обогнал ChatGPT по количеству загрузок из магазина приложений Apple в США, Великобритании и в самом Китае. А это вызвало панику на биржевом рынке. Значительные потери понесли миллиардеры, связанные с индустрией искусственного интеллекта. Среди них Дженсен Хуанг, Ларри Эллисон, Майкл Делл и Чан Пен Джао. DeepSeek произвел настоящий фурор, хотя это еще мягко сказано. Этот пример продемонстрировал, что оценка акций производителей чипов для искусственного интеллекта и всей инфраструктуры значительно завышены. И это при том, что акции американских компаний, связанных с ИИ, недавно резко выросли. Сразу после спича Дональда Трампа о планах инвестировать $500 миллиардов в инфраструктуру нейронки. Паника на рынке рикошетом ударила и по энергетическим компаниям. Ведь для обучения и работы искусственный интеллект требует огромного количества энергии. Это такой спонтанный рефлекс. Это отражает удивление, которое мы видим на рынке, поскольку инвесторы изо всех сил пытаются или, скажем, спешат оценить эту технологию. DeepSeek быстрый и дешевый, это позитивно. Но успех китайского чат-бота должен стать стимулом для американских разработчиков, считает президент США Дональд Трамп.
Выпуск китайской компании приложения DeepSeek должен стать звоночком для нашей технологической индустрии. Теперь нам нужно быть более внимательными и бдительными, чтобы выиграть в конкуренции. Поэтому Мета, компания Марка Цукерберга, создает 4 команды. Они попытаются разгадать тайну китайской нейронки. Будут разбираться, как DeepSeek удалось сократить расходы на разработку и запуск моделей. Китайцы говорят, что инвестировали менее 6 миллионов долларов. Для сравнения, в ChatGPT было вложено 100 миллионов долларов. Также Мета будет исследовать учебные данные китайского чат-бота и сосредоточиться на изучении способов перепроектирования, чтобы конкурировать. Когда дело касается революции искусственного интеллекта, лидерами в этой области останутся американские технологии. Какие есть риски и опасности, если пользоваться китайским DeepSeek? Любой программный продукт может собирать ту или иную информацию, которую вы сами передаете ему. Во-первых, это регистрационные данные. Во-вторых, это запросы от пользователя. Получая эту информацию, можно уже строить определенную картину для отдельного пользователя, и дальше можно планировать какие-то незаконные или негативные действия. И для Украины тут есть риски, утверждают эксперты. Не исключено, что полученную информацию могут использовать в военных целях. В дальнейшем, если данная технология может стать инструментом для того, чтобы совершать определенные действия, определенные манипуляции, ее могут передать частным компаниям или создать частные компании, от имени которых уже будут работать. Значит ли это, что китайский DeepSeek лучше вообще не использовать? Вовсе нет. Но эксперты по кибербезопасности советуют не писать в запросах для нейронки личную или конфиденциальную информацию. Потому что как на DeepSeek повлияют дальнейшие кибератаки, а их не исключают, неизвестно. Впервые китайский чат-бот хакнули фактически через неделю после запуска. Кто к этому приложил руку, неизвестно. Не исключено, что могут быть причастны Россия или США. Сейчас американцы разбираются в фишках китайской нейронки, а могли бы раньше больше инвестировать в развитие собственного ИИ.